Когда речь заходит о самых опасных преступниках в мире, вспоминаются имена, оставившие свой кровавый след в истории. От жестоких серийных убийц до мастеров побегов, они нарушили не только законы, но и саму человеческую природу. Меня зовут Нокс, и сегодня мы отправимся в мир, где каждый стал символом ужаса, заставившим тюремные стены дрожать. А в конце вы узнаете, как одному из этих преступников удалось совершить нечто, что казалось невозможным. Майкл Гордон. Чарльз Бронсон, родившийся как Майкл Гордон Питерсон, стал настоящим кошмаром для британской правоохранительной системы и получил репутацию самого опасного заключенного. Его склонность к насилию проявлялась с юного возраста через уличные драки и конфликты. 1974 год стал поворотным моментом в жизни Бронсона. Попытка ограбления почтового отделения в Лутоне закончилась вооруженным столкновением с полицией. За это преступление он был осужден и переведен в высокоохраняемую психиатрическую больницу Бродмур. Однако Сизифов труд контроля Бронсона только начинался. Его насильственное поведение не утихало и в больнице. Он неоднократно участвовал в захватах заложников и стычках с охраной. За годы, проведенные в заключении, Бронсон получил прозвище самого опасного заключенного в Великобритании. Вооруженный физической мощью и бескомпромиссной волей, он продолжал оставаться источником постоянной угрозы для тюремной системы. Легенды о его дерзости и сопротивлении стали символом непримиримого духа и бесконечного насилия, превратив его в живую легенду и кошмар для охранников и заключенных. Джонатан Старкс. Родившись и выросший в условиях насилия и преступности, Джонатан Старкс вошел в анналы истории как один из самых опасных заключенных. С самого начала его жизнь была переполнена правонарушениями. После неудачной попытки угнать автомобиль и последующего заключения, он, казалось бы, получил шанс на исправление. Однако июль 2013 года стал поворотной точкой. Едва обретя свободу, он начал свою жестокую серию убийств, шокировавших жителей Омахи, штат Небраска. Всего за неделю он лишил жизни 4 человек. На суде его поведение выдалось настолько странным, что это только утяжелило дыру в понимании его поступков. Он заявил, что действовал под влиянием древнего змеина-бога, которого называл Аписом. Психическое состояние злоумышленника было предметом многочисленных обсуждений, но в конечном итоге он был признан виновным и приговорен к смертной казни. Единая реакция общества была однозначной. Его деяния не оставляли шансов ни на что другое, кроме высшей меры наказания. Эта история острая и леденящая в сердце напоминает нам о том, как одна жизнь, наполненная насилием и хаосом, может оставлять за собой путь разрушения, приводя к трагическим последствиям. Ричард Ли Макнейр. Ричард Ли Макнейр – имя, внушающее страх и восхищение одновременно. Этот человек прославился своей поразительной способностью к побегам, которые превратили его в легенду как среди заключенных, так и правоохранителей. Родившийся 19 декабря 1958 года, Макнейр был осужден за убийство и грабежи, однако его преступления лишь усиливали его жажду свободы. Трижды сбегая из тюрьмы, он демонстрировал невероятное чувство хитрости и решимости. Самый замечательный побег состоялся в 2006 году, когда он умудрился спрятаться в мешке для почты, который вывезли прямо из тюрьмы. Этот дерзкий поступок произвел настоящий фурор. Однако даже самые искусные беглецы рано или поздно совершают ошибки. В 2007 году, после долгой погони, его поймали в Канаде. Теперь Ричард Ли Макнейр находится в тюрьме ADX Флоренс, где содержатся самые опасные преступники страны. И хотя его побеги вошли в историю, современные системы безопасности тюрьмы делают такие трюки практически невозможными. История Макнейра служит напоминанием о том, как далеко может зайти человек, чтобы ощутить вкус свободы, даже если она недостижима. Джон Смитсон. Лонг-Бич, Калифорния, 1952 год. Мир увидел одного из самых зловещих заключенных в истории США, Джона Смитсона. Впервые оказавшись за решеткой в начале 70-х, он быстро увяз в криминальной деятельности внутри тюрьмы. Связи с Арийским братством лишь усилили его репутацию. В 1980 году суровое правосудие вынесло ему пожизненный приговор за убийство другого заключенного. Но даже за решеткой его склонность к насилию не ослабевала. 1983 год стал роковым,
когда жертвой его ярости пал охранник Мерл Кутс. Теперь его вину носила еще одна смерть. Заключенный, ставший символом беспредельной жестокости и агрессии, провел следующие 36 лет своей жизни в непрерывной изоляции. Этот человек стал символом тюремного насилия и одиночества, проживая десятилетия в одиночной камере. После столь сурового наказания он покинул мир в 2019 году, оставив за собой страшное наследие. Его история теперь служит мрачным напоминанием о том, насколько хрупким может быть спокойствие и порядок за тюремными стенами. Джон Смитсон, чье имя стало синонимом ужаса, навсегда запомнится как один из самых жестоких и опасных людей, когда-либо содержавшихся в американских тюрьмах. Элвин Фрэнсис. Человек, известный как Элвин Фрэнсис Карпис, был одним из самых опасных преступников своего времени. Под псевдонимом Альбан Фрэнсис Карповичус он вступил на преступный путь, становясь ключевой фигурой в банде Баркер Карпис в 1930-х годах. Он был мастером ограблений и похищений, что сделало его приоритетной целью для правоохранительных органов. Его арест в 1936 году стал знаменательным событием. Карпис был одним из редких криминальных мастеров, которого наказали пожизненным заключением в Алькатрасе. В течение 26 лет он оставался в самом известном тюремном учреждении Америки, общаясь с не менее печально известными заключенными. После освобождения в 1969 году он пытался начать новую жизнь, но тяготы прошлого не оставляли его. Оказавшись в Испании, он надеялся обрести покой, но тень его преступного прошлого следовала за ним до самой смерти в 1979 году. История Карписа напоминает нам, что иногда даже самые закоренелые преступники не могут сбежать от собственного наследия. Литби. В темных коридорах британских тюрем редко встречаются заключенные, чей холодный ум и жестокость вызывают такой ужас, как у одной женщины. Ее имя – Литби. В юности Литби решила посвятить свою жизнь помощи новорожденным, став медсестрой. Однако ее обещание помогать быстро обернулось черной страницей в медицинской истории Великобритании. Работая в отделении новорожденных, Литби несколько лет спокойно работала бок о бок с коллегами, пока тревожные статистики о смертях младенцев не привлекли внимания. В 2018 году ее арестовали, и страна узнала о страшной правде. Во время суда Литби раскрылась как хладнокровный убийца, который вводил младенцам смертельные дозы воздуха, вызывая смерть. Причины ее действий до сих пор остаются загадкой, полные беспричинной жестокости и извращенного желания играть роль Бога. В 2024-м Литби была признана виновной и получила пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Ее преступления потрясли общество и напомнили всем о злоупотреблении доверием. Сегодня она остается символом ужаса и предательской жестокости, являясь самой опасной заключенной Великобритании. Деннис Рейдер. Деннис Рейдер, известный как убийца BTK, стал настоящим ужасом для жителей Вичиты, штат Канзас. Настоящее воплощение зла, он убивал с хладнокровностью хищника, преследуя своих жертв как дикий зверь. В период с 1974 по 1991 год его садистские преступления унесли жизни 10 человек, включая детей. Его почерк был неизменно жестоким, оставляя неизгладимые следы не только на телах, но и в душах тех, кто пережил его нападение. Рейдер был настолько уверен в своей неуловимости, что играл с полицией в кошки-мышки. Он отправлял им письма и загадочные послания, наслаждаясь ужасом, который вызывал. Это продолжалось до одного рокового момента в 2005 году, когда он совершил фатальную ошибку. Отправил диск с информацией о своих планах в редакцию местного телеканала. Проведя цифровую экспертизу, следователи быстро установили личность монстра. Сегодня Деннис Рейдер отбывает пожизненное заключение в тюрьме Канзаса, где, огражденный от общества, он больше не сможет вредить людям. Для многих он останется вечным напоминанием о том, что настоящее зло может скрываться за самой обычной внешностью. Чарльз Эдмунд Каллен. Среди стен тюрьмы Трентона скрывается человек, наводящий ужас даже на самых закаленных охранников и заключенных. Этот человек – Чарльз Эдмунд Каллен, бывший медбрат, который стал одним из самых известных и жестоких серийных убийц в истории медицины. Его доверяли, к нему обращались за помощью и лечением, не подозревая, что именно он станет их палачом. Каллен без тени сомнения внедрял смертельные инъекции, оканчивая жизни своих пациентов. Его преступления стали известны только после многочисленных расследований, и в
2004 году он наконец признался в своих деяниях. Признавшись в убийстве минимум 29 человек, Чарльз Каллен остался в памяти как самая темная фигура в истории медицинской практики. Суд, не находя снисхождения, приговорил его к 11 пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение. Сейчас Каллен отбывает свое наказание в тюрьме Трентона, где его присутствие напоминает каждому о тех невосполнимых утратах и о том, как беззащитны мы порой оказываемся перед лицом настоящего зла. Его история служит мрачным предупреждением о том, как легко доверие и власть могут быть использованы во вред, и какого невидимого врага можно встретить даже в самом безопасном месте – больничной палате. Джон Уэйн Гейси. Джон Уэйн Гейси, более известный как клоун-убийца, по праву занимает одно из самых жутких мест в истории криминалистики. Гейси был обаятельным и обманчивым человеком, который, казалось бы, вел нормальную жизнь, участвуя в общественных мероприятиях и устраивая шоу в костюме клоуна. Однако под маской обаяния скрывалась ужасающая личность. В период с 1972 по 1978 год Гейси убил 33 молодых мужчин, заманивая их в свой дом, где они исчезали без следа. Когда полиция арестовала его в 1978 году, они обнаружили шокирующую правду. Большинство тел его жертв были спрятаны под полом его собственного дома. Гейси, благодаря своим коварным действиям и количеству жертв, стал одним из самых опасных и известных заключенных в американской истории. Несмотря на то, что его приговорили к смертной казни в 1980 году, его дела и преступления продолжали обсуждаться и после его казни в 1994 году. Джон Уэйн Гейси олицетворяет собой зло в чистом виде, о котором будут помнить еще долго. Джон Бергер. Родни Алькала, также известный под псевдонимом Джон Бергер, считается одним из самых опасных заключенных в истории США. Родившийся 23 августа 1943 года в Сан-Антонио, Техас, он оставил свой кровавый след в истории криминалистики своими жестокими преступлениями против женщин. Его метод был коварен и харизматичен. Представляясь фотографом, он заманивал женщин обещаниями моделинга, а затем жестоко убивал их. В течение многих лет полиция пыталась поймать убийцу, но Родни удавалось длительное время оставаться на свободе, благодаря своей изобретательности и обману. Арест в 1980 году стал кульминацией огромной следственной работы и принес облегчение множеству людей. Этот момент положил конец его кровавой карьере, но след, оставленный им, продолжает сотрясать многие души по сей день. Сейчас Алькала отбывает пожизненное заключение в тюрьме в Калифорнии. Своими действиями он навсегда остался в памяти как один из самых жестоких и опасных преступников, чьи злодеяния служат мрачным напоминанием о том, насколько важно быть настороже и доверять своим инстинктам. Истории этих заключенных – это не просто хроника преступлений. Это напоминание о том, как тьма может проникнуть в самые неожиданные места, и о том, что за каждым ужасным поступком стоит человек, чьи действия вызывают не только страх, но и вопросы о границах человечности. А если вы ничего не боитесь, любите интересные истории, умеете писать сценарии, монтировать или озвучивать ролики, то переходите в Telegram-бот по ссылке в описании. Будем рады сотрудничать. Спасибо за просмотр.